наука исходит из того, что все люди представляют собой один биологический вид, отрицает существование рас как различных биологических видов и не признает деление людей на группы, касты на основании различия умственных способностей. Отрицание этих очевидных фактов исходит из основного лозунга просветителей «Свобода, равенство, братство», девиза французской буржуазной революции. На протяжении веков человечество сталкивалось с обратным – рабство, иерархические социальные структуры, вражда. Отсюда и возникла идея сгладить все различия. На юридическом уровне в большинстве стран народ уравняли. Однако биологические различия при этом никуда не делись. Антропологические различия между представителями различных рас очевидны и позволяют выделить их в различные виды. Например, скелеты карликов, двергов отличаются от скелетов обычных людей, продукт смешения рас, или от скелетов йотунов, великанов и их потомков. Очевидно, если судить по количеству найденных останков, то мы имеем дело не со случайными мутациями, а именно с различными видами. Если расы имеют различия на уровне физического тела, то разница между кастами существует в соотношении физических тел с ментальными. У людей первых трех каст ментальное тело подобно облаку. При попытках выйти из тела оно начинает рассеиваться. На этих уровнях эзотерические практики доступны в виде смещения наружу эфирного тела, активная сватхистхана чакра, и астрального тела, активная манипура чакра. Есть комплексы боевых искусств тренировки третьей касты, основанные на работе с этими телами. Такие практики называются биоэнергетическими. Сюда входит бесконтактный массаж, астральное карате и астральный секс. Особенностью низкочастотных тел является то, что при наступлении смерти личности они разрушаются. То есть навыки биоэнергетики не сохраняются в последующих воплощениях. Напротив, ментальные тела и наработанные навыки, знания сохраняются в следующей жизни. Поэтому люди первых трех каст в каждом последующем рождении начинают все сначала. Люди четвертой касты сохраняют память и навыки, благодаря чему могут передать себе в следующую жизнь не только духовный багаж, но и вполне материальные ценности. Для этого достаточно просто собрать какие-то ценные вещи, закопать их поглубже и запомнить место. В 15-17 веках многие образованные люди бежали из Европы и становились пиратскими капитанами, бороздя Карибское и Средиземное моря. Накопив огромные состояния, капитаны закапывали клады. Известно, что по крайней мере некоторые капитаны практиковали магические ритуалы. В том числе при закапывании кладов проводились особые ритуалы, иногда человеческие жертвоприношения. Такой ритуал мог создать особый след, по которому клад можно было отыскать через сотни лет. В Запорожской сече сухопутные пираты XVI-XVIII веков также практиковалась магия. Существовали особые колдуны, поклонники женской богини Хары, и также закапывались клады, которые заговаривались на кровь. Таким образом, четвертая каста магов представляет собой особую группу бессмертных, перерождающихся среди обычных людей смертных. Эти маги принадлежат к разным расам, но при этом у магов разных рас гораздо больше общего, чем у магов бессмертных и смертных, принадлежащих к одной расе. То есть на определенном уровне развития личности различия между расами перестают иметь значение. Каждая раса имеет свои особенности. Если говорить о магическом сообществе, то маги разных рас дополняют друг друга. То есть наверху магического сообщества межрасовых противоречий нет. Кроме того, численность магов 2-3 уровня невысока. Они представляют собой небольшую изолированную социальную группу, принадлежность к тайному правительству Земли и причастность к третьему рынку артефактов делают эту группу очень влиятельной. Кроме того, наличие развитых магических способностей позволяет этой группе создать для себя зону безопасности и комфорта. Основную часть эзотерического сообщества составляют древние маги. Они перешли в четвертую касту в далеком прошлом. В этом небольшом социуме есть некая последовательность событий, которую можно описать так. Первое. Атланты создали биотехнологии, с помощью которых получили магов 2-го уровня. Таких людей с искусственно ускоренной эволюцией личности было около 300 тысяч. В тот период кульминация развития цивилизации атлантов, население Земли, приземелья и нескольких колоний, находящихся за пределами Солнечной системы, составляло примерно 10 миллиардов человек. Эти маги развивали свои способности максимально быстро, поскольку для этого имелись специальные приборы. С другой стороны, цивилизация остро нуждалась в этих способностях. Второе. После гибели Атлантиды около 67 тысяч лет назад эта группа магов продолжала перерождаться. И в период до вторжения ваннов, когда существовали запретные города, сохранившие некоторые технологии, продолжали активно развиваться.
В тот период не создавали новых магов, поскольку не было необходимых мощностей, а ресурсов с трудом хватало на обеспечение возможности развития для уже существующих. В этих условиях некоторые из 300 тысяч маги-атлантов приближались к третьему уровню силы. Третье. В период вторжения ваннов около 40 тысяч лет назад воплощенные на тот момент маги организовали оборону городов и держали коридоры, по которым эвакуировались на неприступные базы специалисты и оборудование. Спешно создавались тайные подземные убежища, в которые уходили разгромленные асуры. Сформировалась тайная подземная страна Агарати. Четвертое. В начальный период господства ваннов, длился около 5000 лет, переродившихся магов-асуров отлавливали и уничтожали. Спасшиеся вели партизанскую войну. Пятое. После того, как на планете была установлена власть ваннов, территории поделили на области, находившиеся под властью наместников. Со временем наместники, князья или лорды территорий стали стремиться заполучить в качестве советника мага-асура. Такой советник мог лечить своего господина и его придворных. Кроме того, магам удавалось подавлять восстание варваров, работавших в шахтах и добывавших вещество В. Шестое. Воинственный характер ванов и интриги наместников против соседей в итоге привели к формированию двух фракций, устроивших на планете ядерную войну. Описано в эпосе Махабхарата, произошедшей около 25 тысяч лет назад. Цивилизация ванов погибла. Седьмое. В период, наступивший после гибели высокотехнологической цивилизации ванов, на Земле стали возникать магические империи. В их основе лежало перерождение одного из древних магов-асуров. Родившись среди варваров, маг старался занять более высокое социальное положение среди соплеменников, используя свои знания и способности. Постепенно племя, руководимое таким магом, объединяло вокруг себя менее развитые племена. Особенность данных цивилизаций – увлечение археологией. Выкапывая из земли различные предметы, копатели доставляли их лидеру, который классифицировал их как представляющие интерес или бесполезные. Лидер отбирал из числа подданных тех, кто имел воплощение в период существования техногенных цивилизаций прошлого. Этим людям давалось посвящение, магический ритуал, проводимый разными способами, цель которого активизация одного из прошлых воплощений. В результате можно было получить специалиста, способного починить тот или иной артефакт. Наибольший интерес представляли образцы технологического оружия и системы обучения, предназначенные для установки программ непосредственно в сознание личности. Люди, получившие посвящение, приобретали при этом некоторые магические способности, связанные с активизацией правого полушария, являющегося базой для прошлых воплощений. А мага-асура окружали люди, обладавшие магическими способностями. Между тем, расширяющаяся с помощью военной силы империя требовала расстановки на ключевые посты магов. Для их подготовки создавались магические школы, в которых обучали тех, кто прошел инициацию своих прошлых воплощений. Такие школы являлись важнейшими и самыми тайными заведениями в империи. В них реализовывался принцип ближнего круга. Этот принцип можно описать на следующем примере. Если горячее тело окружить холодными, то они будут оттягивать на себя тепло, но постепенно нагреются и перестанут так активно его потреблять. Аналогично и маг, обладающий большим объемом знаний, является для варваров горячим телом. Однако, окружив себя кругом учеников, внутренний круг, маг создает вокруг себя теплую прослойку, то есть, создав вокруг себя среду из своих людей, через которых он общается с окружающими, маг уменьшает потерю ментальной энергии. Таким образом, подготовив учеников, маг готовит одновременно и руководителей своей империи. В свою очередь, подготовленные ученики в рамках своих департаментов создают собственные школы и готовят в них персонал для себя. Так возникает разветвленная структура магической школы, пронизывающая империю. В период существования нацистского Третьего рейха возник магический орден СС, который готовил управленцев для различных ветвей власти в империи. Аналогичные магические школы возникали при дворах различных магических правителей. Например, русский царь Иван Грозный, практиковавший магию, создал орден опричников с магическими посвятительными ритуалами. Аналогичные магические структуры, масонские ложи, создавал вокруг себя другой русский царь, Петр I. Как правило, в современном мире магию принято прятать и маскировать под что-то другое. Кроме того, сами маги стараются не афишировать свою деятельность и действуют не напрямую, а через учеников. Например, говорят о неком учителе Гурджиеве, якобы подготовившем и Сталина, и Гитлера. Появившиеся в период возникновения магических империй магические школы продолжали развиваться и в последующие периоды. Тому была объективная причина.
маги постепенно переходят на 4-й уровень и покидают пределы физического мира. Ушедших магов надо кем-то заменить.